Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута, а я приглашаю вас в путешествие по обочинам Европы. Ну вот, мы снова в автономном плавании. На часах 8:32. Выезжаем рано, как никогда. Обычно раньше 10 у нас стартовать не получалось, потому как сборы, укладка палатки, просушка. А сегодня все уже было готово с утра. Оставалось только аккумулятор поставить, куртки одеть и в дорогу. Так здорово отдохнул, что сейчас, кажется, снова до Испании бы доехал. Туман выглядит так, как будто это и не туман вовсе, а просто облака, упавшие на землю. Видите? Просто очень низкая облачность. И мы сейчас в одно из таких облаков въезжаем. Километров через 20-25 делаем еще одну остановку. В этих облаках очень сыро и довольно прохладно, поэтому будем утепляться, одевать дождевики. Ну вот, я не знаю, может я и не буду, может подожду, когда потеплеет, а Танюшку, Мишку оденем. Где бы тут встать на солнышке? А вот здесь, за фурами. Готово дело. Утеплились. Как раз и солнышко выглянуло. Сейчас согреемся. Кажется, близость финиша открывает какие-то скрытые резервы. Хондочка сегодня уверенно бежит 95-100, обгоняя все попутные грузовики. И первую сотню мы уже сделали. Закрадывается шальная мысль, а не закончить ли нам поездку сегодня? Осталось 910 километров, и я тут обратил внимание на маршрут. Нас почему-то навигатор ведет через Ченстахову, обходя трассу Вроцлав-Катовице. Наверное, имеется в виду, что она платная. Сейчас попробую задать маршрут с платными дорогами, потому что я знаю, этот участок сейчас бесплатный. И вот получилось 830 километров. Наш маршрут мгновенно сократился на около 80 километров.
Сейчас на часах без 8 минут 10. В это время мы обычно выезжаем. И я думаю, 830 километров сделать за сегодня нам вполне по силам. Тем более, что завтра во второй половине дня обещают в нашем регионе грозы. Еще один повод закончить именно сегодня. Погода классная, светит солнце, ехать тепло и приятно. Гораздо лучше, чем приезжать под дождем. Поэтому будем мчать. Очень интересная картина. На парковке человек моет машину мойкой высокого давления, которую, скорее всего, привез с собой, подключившись к воде бесплатного туалета. Все, я понял. Это уборщик, который моет туалеты и площадку вокруг, и заодно свою машину. Да, ну а нам, двигаясь с такими скоростями, надо будет обратить внимание на расход топлива и расход масла. Где-нибудь километров через 300-400 надо будет уровень масла проверить. Поехали дальше. И гляньте только, какой стал запуск после того, как мы обслужили аккумулятор. Буквально полоборота и уже схватывает. Помните, в самом начале нашего путешествия я вот так пристраивался за фурами и экономил бензин. Благодаря тому, что не боролся с ветром сам, а пристраивался в своеобразном воздушном мешке позади грузовика. Сегодня, в принципе, мы можем себе позволить ехать быстрее. И километраж уже не такой большой впереди, не так страшно, не так переживаешь за двигатель. И время хочется наверстать, чтобы приехать пораньше. Но в какой-то момент ловишь себя на мысли: а зачем? А куда ты спешишь? Да, пускай навигатор сейчас показывает, что мы приедем в 19 с копейками. Но если я приеду в 22:00, от этого ничего не изменится. А чем быстрее буду ехать, тем сильнее устану, тем меньше получу удовольствия от самой дороги, от поездки. Поэтому сбрасываем, догоняем хорошую, приятную фуру и двигаемся за ней. Кстати, насчет топлива. Лампочка только что загорелась. И надо будет заехать на следующую заправку. Какая-то стройка. Мост делают, поставили леса и закрыли их пленкой, чтобы можно было работать внутри в любую погоду. В районе Нюрнберга встряли в небольшую пробку. Здесь уходим на Дрезден. Над нами какой-то новый строящийся мост. Заправки так и не было. Ну, точнее, была одна, но я на нее съехать не успел. Поздно заметил. Вот это кемпер. Ого! Просто монстр огромный.
каждым километром меня все больше начинает волновать вопрос заправки. Как бы не обсохнуть здесь посреди автобана. Движение очень оживленное. Не хотелось бы здесь возиться с канистрой. Я увидел впереди вывеску заправки, но мы до нее не доехали. Мы снова заглохли. Не хватило, совсем чуть-чуть. И до нее вот, буквально 350 метров. Может, подхватит еще. Нет, не хочет. Останавливаемся, будем переливаться. Я тут что подумал, у нас ведь бутылки пустой нет. Все бутылки с водой. Воду выливать жалко. Канистра полная, ее откручивать, чтобы перелить, тоже долго и неудобно. Поэтому, кажется, я сейчас попытаюсь с горочки до куда-нибудь докатиться. Здесь такой нормальный уклон идет. Главное подразогнаться, а дальше оно само должно пойти. Давай, давай, давай. Получился у нас такой большой трехколесный самокат. Я вот одной ногой толкаюсь, и мы катимся. Не сказать, чтобы совсем уж легко, но процесс идет. А заправка вон там. Может быть, сейчас под другим углом мотоцикл постоял. Может, захватит бензин. Ну, давай, давай, давай. Фуры уже сигналят. А что я сделать могу? У меня бензина нет. Хочешь, обгоняй. Нет, не схватывает. Ни с обогатителем, ни без. Так, да, сейчас надо будет тормозить. И поворачивать. А так разогнались хорошо. И на обочине нигде бутылок не валяется. Ну, здесь хотя бы безопасно можем остановиться. Прошел здесь по обочинам, нигде не нашел ни одной пластиковой бутылки, поэтому будем выходить из положения с помощью бумажного одноразового стаканчика. Теоретически этого должно хватить, чтобы сейчас запуститься и доехать до заправки. Но сначала надо запуститься. Давай, давай, давай. Почти. Есть. Подхватил. Так, пропускаем машины. Давайте быстрее. У нас там одна поплавковая камера.
вот она, заправка. Оставалось всего ничего. Полный бак мне Мишка заправил. Поехали? Чего стоять? Надо только как-то вернуться на трассу. Так, кажется, сюда. Вернул прежний маршрут в навигаторе. 717 километров осталось. Снова выходим на автобан. Как бы не забыть еще километров через 150 заправиться. А то снова придется толкать. Нога, кстати, левая подзабилась. Большая солнечная электростанция. И еще одна. Вот есть полянка на обочине. Вырабатывает электроэнергию. А в Испании видели такие интересные электростанции, которые греют воду за счет солнца. Представьте себе огромное поле зеркал. И каждое зеркало ловит солнце и пускает солнечный зайчик на башню, которая стоит в центре этого поля. А на башне установлен резервуар, куда подается холодная вода. За счет солнечной энергии она закипает, превращается в пар. Пар крутит турбину, турбина вырабатывает электричество. Гляньте, слева везут лопасти для ветрогенераторов. Они просто гигантские. Впереди тягач, потом длинный какой-то трос и тележка, на которой лежит хвост этой лопасти. Все-таки вторая часть путешествия, та, которая была, наверное, после выезда из Испании, воспринимается не как само путешествие, а как дорога домой, обратный путь. И если туда мы ехали такие любопытные, крутили головой по сторонам, ой, смотри, а как вот это, ой, смотри, а как здесь то сейчас хочется поскорее оказаться в уюте, в комфорте, отдохнуть, выспаться, войти в привычную колею, на работу сходить, рассказать всем, как съездил. Наверное, это значит, что хорошо отдохнул. По крайней мере, в этой поездке мы не докатились до того психологического перелома, который был с нами в Монголии, когда ты из человека домашнего, из человека городского превращаешься полностью в мотокочевника. И ты уже целиком и полностью ассоциируешь себя с мотоциклом, с движением, с ездой. Мы тогда, помню, вернулись, первый вечер, дома сидим, ужинаем, смотрим, солнце клонится к закату.
вдвоем переглянулись с Танюшкой и задались вопросом, что пора бы ставить уже палатку. А надо еще на завтра спланировать маршрут, куда поедем. Настолько было непривычно находиться на одном месте. И по первому времени непривычно было спать в доме, спать под крышей, умываться в умывальнике, где вода течет из крана. О, классный кемпер. Вот такой мне нравится. Именно с такой планировкой, с дверью сзади и коротыш, чтобы на нем удобно было искать парковку даже в самых загруженных местах. Снова пробка, и Google быстренько нам предложил альтернативный маршрут. Съезжаем с автобана, поедем смотреть красоты Германии. Какая панорама шикарная. Видимость, наверное, километров на 10. Как глянешь на поселок, все крыши в солнечных панелях. Просто все. Все съехали с автобана, чтобы объехать пробку. И образовали свою пробку. Вот так теперь двигаемся медленно на первый. Кукуруза поспела. А в лесу, наверное, грибы скоро пойдут. В Германии их, кажется, собирать нельзя, а в Польше, по-моему, можно. Вот уж не думал, что на автобанах могут быть такие пробки, которые придется так долго объезжать. Уже и температура вверх поползла, включил вентилятор. Здесь на светофоре все едут прямо, а Google нам говорит: сворачивай. Знаю короткую дорогу. И кажется, не одни мы туда поехали. Вот этот бусик перед нами тоже. Сейчас пробуем вернуться на автобан, а навстречу стоит пробка из тех, кто пытается объехать следующий участок автобана, где, кажется, тоже стоит затор. Но мы исходим из логики, что на автобане есть обочина, и на мотоцикле, даже с коляской, можно как-то просочиться. Здесь же вообще никак. Просто или высокий бордюр, или отбойник, или глубокий кювет. Туда мотоциклом не съедешь.
вот выход обратно на автобан, и здесь, кажется, движение нормальное. Может, не быстро, но все едут. А Google показывает все красным, будто все стоят. Будем считать, что это была просто обзорная экскурсия от нашего навигатора. Посмотрели окрестности, красивые виды, деревушки и вернулись на трассу. Да, медленно, но едем. Едем быстрее, чем там стояли. Впереди, кажется, будет сейчас заправка, а следующая через 92 километра. Подозреваю, что еще 92 километра я не пройду. Лампочка еще не загорелась, но это половина всего моего пробега, который я могу пройти на одном баке. Поэтому лучше заправимся сейчас. Снова залили полный бак и тут же решили сделать привал. Будет у нас обед, пикник, потому что все места заняты, все столики или на солнце, или там сидят люди. Во, сюда. Навигатор показывает 586 километров до дома. Значит, прошли мы за сегодня уже около 350. Для обычного дня неплохо, но для такого ударного это только треть. На обед у нас такие интересные бутерброды с рыбной консервой, фасолью, кукурузой и перцем. Очень острые. Пока пообедали, пока собрались, пока запаковались. Вот уже и половина третьего на часах. Надо ехать. Время терять сегодня нельзя. И так ясно, что приедем поздно. Но хотелось бы именно поздно, а не рано утром завтра. Вот это, если я не ошибаюсь, у Volkswagen на крыше очень крутая вещь. Это палатка накрышная. Какие-то подозрительные облака кучкуются на горизонте. Как бы не было сегодня еще дождя. Тогда очень тяжело будет сделать 1000 и скорее всего придется становиться на ночлег.